Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня будет сравнительный обзор 4 4D лазерных уровней. Это Fukuda MW94D 4GX, Clubiona IE16, самый дешевый уровень Hilda 4D с зелеными лучами также, и Hupar 904DG. Итак, друзья, Fukuda приходит вот в таком пластиковом кейсе. Самая ущербная сумка это, конечно же, у Hilda 4D, так как это самый дешевый уровень. У Clubiona идет вот такая сумка из кожзаменителя. И у Hupar сумка с логотипом из хорошего качественного материала. Все уровни приходят в обычных коробках, кроме Hupar. У Hupar также присутствует цветная фирменная коробка. Да, еще такой момент, у Clubiona в комплект они кладут вот такую подъемную площадку, но в сумке под нее места нет, и она приходит вот так отдельно. Да, друзья, более подробные обзоры смотрите на канале. На каждый из этих уровней есть отдельный обзор, проверка на точность, разборка, их настройка. Сегодня с вами их чисто сравним по комплектации, по цене, по алгоритму переключения плоскостей, по наличию различных режимов работы, по толщине линии и все в таком духе. Да, друзья, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и едем дальше. Итак, давайте пробежимся быстренько по комплектациям. Начнем с Clubiona. Значит, аккумулятор, пульт дистанционного управления, подъемная площадка металлическая, сам прибор, вот такое крепление магнитное. К нему идет, соответственно, металлическая пластина. Есть вот такое поворотное основание с одним микровинтом и зарядное устройство. Оно же адаптер для работы от сети, сразу с евровилкой. Да, и также инструкция на английском языке. У Fukuda вот такая поворотная база уже с тремя микровинтами. Есть переходник с 5/8 на 1/4 дюйма, USB вилка, аккумулятор также, который заряжается отдельно от сети, пульт с 4 кнопками, такая же подъемная площадка, две насадки для магнитного крепления, чтобы цеплять за голову и за основание прибора, и металлическая пластина. У Hilda 4D аккумулятор, который также можно заряжать от сети отдельно, пульт дистанционного управления с 2 кнопками, также подъемная площадка с механическим микролифтом, зарядное устройство с евровилкой. Также есть переходник с 5/8 на 1/4 дюйма, но с кривым становым винтом. Магнитное вот такое крепление и к нему пластина. И инструкция на английском языке. Да, друзья, вот комплект именно Hilda лучше посмотреть поближе в обзоре. Особенно крепление у него очень хлипенькое. И мне оно вообще не понравилось. И у Hupar 904DG в комплекте такое же поворотное основание, как у Clubiona, с одним микровинтом, USB вилка с длинным 1,5-метровым проводом, аккумулятор, который также заряжается отдельно от сети, вот здесь у него порт Type-C. Вот такое классное магнитное крепление с микролифтом и блокировкой, также здесь есть градуировка. Ну, друзья, опять же повторюсь, все это смотрите подробнее в обзоре. Такая мощная металлическая пластина, есть отдельный переходник для крепления за башню нивелира и установки на это же крепление, и инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Пульт дистанционного управления вот такой с 2 кнопками. То есть по факту, друзья, получается, что у всех аккумуляторы заряжаются отдельно от сети. У этих трех более дорогих нивелиров они имеют гнездо Type-C, у дешевого Hilda обычный штекер. У Hilda 4D нет поворотного основания в комплекте. Пульты у всех по 2 кнопки, кроме Fukuda. У Fukuda 4 кнопки. Но чуть попозже мы разберем, какая кнопка за что отвечает. Непосредственно магнитные крепления настенные у Fukuda и у Clubiona достаточно похожи. Они оба очень качественно сделаны и ими вполне удобно пользоваться. Давайте поговорим немножко о цене. Fukuda MW94D 4GX стоит на сегодня 10 300 рублей. Это в районе $140. Есть такая же версия, только с аббревиатурой 4GJ. Эта версия просто с другими излучателями, более дешевыми, и стоит он на $10 дешевле. Clubiona, друзья, на сегодня стоит в районе 10 100 рублей, это где-то $138. Но, друзья, хочу сразу сказать, есть такой же абсолютно нивелир, просто под другим названием. Ссылку на него также оставлю под видео. Стоит он на сегодня 8500 рублей, это в районе $116, гораздо дешевле. И в комплекте у него идет 2 аккумулятора, а не один, как здесь у Clubiona. Hupar 904DG. Я покупал его за 9700, но это была какая-то акция. На сегодняшний день он стоит в районе 11 500 рублей. Это где-то $155. По сути, из всех этих нивелиров Hupar получается самый дорогой. Но опять же, друзья, можно ловить различные акции и брать с хорошими скидками. И самый дешевый нивелир Hilda 4D. Покупал его также по акции за 4300, но сейчас он уже стоит в районе 5000 рублей. Это где-то $68. Но тем не менее, это самый дешевый
дешевый нивелир из всех этих представленных. Стоит практически в 2 раза дешевле. Ну и качество, друзья, соответственно, у него, конечно, такое же соответствующее. Об этом смотрите в подробном обзоре. Ссылки на все эти приборы я оставлю под видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Цены, конечно, могут меняться в зависимости от курса доллара. Да, друзья, для тех, кто живет в Украине, рекомендую рассмотреть один интернет-магазин под названием NeoMag. Здесь вы найдете просто огромное количество различных моделей, более 200 штук, от простых 2D линейных лазерных уровней до профессиональных 4D. Да, что немаловажно, ребята очень заморочены на предпродажной подготовке и проверяют все нивелиры на точность перед продажей. И если требуется калибровка, то делают тестировку в своем профессиональном сервисном центре. Также все нивелиры, соответственно, продаются с гарантией и постгарантийным обслуживанием. И в принципе, если у вас давно куплен лазерный уровень и он, допустим, сломан, то можно обратиться к ним в сервисный центр. Его без проблем починят. Также в этом магазине можно купить все необходимые дополнительные аксессуары, различные крепления, штативы, аккумуляторы. То есть, друзья, отличный магазин. Ссылочку на него оставлю под видео. Все технические характеристики я сейчас сравнивать не буду, скажу только о точности. У всех дорогих нивелиров точность заявлена плюс-минус 0,3 мм на метр, то есть это плюс-минус 3 мм на 10 метров. У Hildy 4D заявленная точность плюс-минус 2 мм на 10 метров. Проверку на точность смотрите также в их обзорах. Все остальные подробные характеристики можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. По качеству сборки и качеству материалов первое место я бы отдал Hyupar и Fukude. Они сделаны очень классно. Чувствуется, что качественные материалы используются. Все зазоры, все четко сделано. Fukude основание металлическое. Hyupar также отлично сделан, корпус обрезинен, все идеально, все зазоры, все четко выверено. Нареканий по сборке корпуса нет никаких. Второе место отдал бы Clubione. Пластик у него в принципе неплохой, но похуже. Особенно вот снизу глянцевый такой. Не хватает резиновой рубашки. Чувствуется, что по сравнению с Fukude и Hyupar он сделан попроще, из более дешевых материалов. Но в принципе также все аккуратно сделано. Все зазоры соблюдены, все четко. Ну и третье место, это, конечно же, Hildy 4D. Все сделано, на первый взгляд, довольно неплохо для такой цены. Но, друзья, все, конечно, посредственно. Дешевенький пластик, отлитый на 3D принтере, плохая покраска металла, это нижнее основание металлическое, не соблюдение защиты от пыли и влаги IP54, как они указывают, но здесь ее точно нет. Зазоры, в принципе, более-менее соблюдены. Но, опять же, друзья, соотношение цена-качество. Здесь это полностью соответствует. У всех нивелиров снизу только одна резьба, 1/4 дюйма. У Hildy, Clubione, у Fukude также 1/4 дюйма, только резьбы 2. И у Hyupar 904 DG также резьба 1/4 дюйма. Батарейные отсеки, как видите, у Hildy его нет в принципе. У Clubione закрывается он на такую отдельную съемную крышку. У Fukude также отдельная съемная крышка. И у Hyupar крышка несъемная. Еще одно небольшое отличие Fukude от всех этих трех нивелиров: у него не предусмотрена работа от сети. Ну, по крайней мере, если крышка закрыта, то поработать не получится. Либо опять же делать какое-то отверстие в крышке, либо снимать крышку батарейного отсека и напрямую в аккумулятор втыкать зарядку, и так в принципе можно работать от сети. У Clubione есть отдельное гнездо для подключения адаптера, у Hyupar также есть отдельное гнездо, и у Hildy 4D есть также возможность работы от сети и зарядки аккумулятора одновременно. То есть вы просто включаете вот в таком положении зарядку и работаете. Как видите, наличие пузырькового уровня на корпусе есть только у Fukude, у остальных пузырькового уровня нет. У трех нивелиров, кроме Fukude, применяется сенсорная панель управления. У Fukude она аналоговая. Тут, в принципе, кому как больше нравится, особых различий я не вижу. Единственное, могу сказать, что у Hildy иногда сенсорная панель срабатывает не совсем правильно. Нажимаете, к примеру, переключение вертикалей, а переключаются горизонты. И наоборот. Здесь сенсорные панели у Clubione и Hyupar работают отлично. Ну и также, соответственно, аналоговые кнопки на Fukude также четко работают. У Hyupar 3 индикатора есть сверху, заряд батареи, если вы включите режим работы с заблокированным компенсатором, загорится индикатор, и также индикатор режима работы с приемником. У Fukude в принципе то же самое, здесь только 4-ступенчатый индикатор разряда батарей, он намного удобней, то есть индикатор будет уменьшаться по мере разряда батареи. Также есть индикатор режима работы с приемником и индикатор работы с заблокированным компенсатором. У Clubione на клавиатуре всего 2 индикатора, и у Hildy индикаторов нет вообще. Режим работы с приемником есть только у этих трех нивелиров. У Hildy 4D есть отдельная кнопка, краткое нажатие меняет яркость плоскостей. Можно подумать, что это режим работы с приемником, но это просто изменение яркости.
Чтобы включить режим работы с приемником у Клубионы, нужно на несколько секунд зажать кнопку H. Линии чуть-чуть станут гореть тусклее, а на панели зажгется зеленый индикатор. В этом режиме нужно работать с приемником. У Фукуды есть отдельная кнопка режима работы с приемником. Просто включаете прибор, нажимаете эту кнопку, линия начинает гореть чуть тусклее и загорается такой красный индикатор. Все, в этом режиме работаете с приемником. Чтобы включить режим работы с приемником у Хьюпара, нужно удерживать кнопку V. Здесь также линия будет гореть чуть тусклее, а на панели загорится синий индикатор. Но, друзья, здесь на Хьюпаре режим работы с приемником можно включить только при разблокированном компенсаторе. То есть, если здесь можно включить режим работы с приемником при работе под наклоном, то есть заблокированным компенсатором, то в Хьюпаре такого сделать нельзя. На Клубионе режим работы под наклоном есть, но в этот момент компенсатор не блокируется. То есть включается он таким образом. Вот у вас разблокированный компенсатор, и вы удерживаете кнопку V. Вот до характерного сигнала, буквально пару секунд. Все, и сейчас можно размечать линии под наклоном. Они будут мигать раз в 5 секунд, но компенсатор в этот момент, друзья, не заблокирован. Блокировка компенсатора только у Фукуды и у Хьюпара. Такой же принцип работы с заблокированной линией реализован и в Hilda 4D. То есть так просто включить режим работы с заблокированным компенсатором нельзя. Вы включаете прибор, удерживаете эту кнопку до характерного сигнала и также можете размечать что-то под наклоном. В этом режиме компенсатор заблокирован не будет, то есть нужно обходиться без резких движений. У Фукуды с заблокированным компенсатором вы удерживаете кнопку лазер и у вас активируется нижняя плоскость. То есть можно размечать свободно под наклоном, компенсатор заблокирован, можно не бояться. Примерно таким же образом реализована эта функция у Хьюпара. То есть компенсатор сейчас заблокирован, удерживаете кнопку V, буквально пару секунд, активируется верхний горизонт, линия будет мигать раз в 5 секунд. Такая мигающая линия у всех нивелиров напоминает вам просто, что вы находитесь в неком спецрежиме, что это не уровень, а именно для разметки под наклоном. И в этом режиме, соответственно, можно переключать также плоскости. Если говорить насчет алгоритма переключения плоскостей, то у этих трех нивелиров он, можно сказать, одинаковый. Кнопкой V переключаете вертикали по отдельности, кнопкой H, соответственно, переключаете горизонты по отдельности. У Фукуды с управлением с панели не так все интересно на самом деле. То есть, если в этих нивелирах вы включаете прибор, ну и, соответственно, кнопкой V выбираете одну вертикаль, либо эту вертикаль, либо обе вертикали, и, соответственно, горизонт либо нижний, либо верхний, либо оба. То есть вы можете выбрать любую комбинацию плоскостей. То на Фукуде вы включаете нивелир, у вас включается нижний горизонт, нажимаете на кнопку лазер, у вас включается одна вертикаль. Второй раз нажимаете, включается вторая вертикаль. Третий раз нажимаете, горят обе вертикали и нижний горизонт. Четвертый раз нажимаете, обе вертикали остаются и горит верхний горизонт. Еще раз нажимаете, горят все плоскости. И далее по кругу. То есть алгоритм управления с прибора не такой удобный. То есть вы не можете выбрать конкретно отдельно какую-то плоскость, которую вам хочется. Но это все можно сделать с пульта. Здесь 4 кнопки. Вот этой кнопкой вы управляете одной вертикалью, включаете-выключаете. Второй кнопкой с треугольником управляете второй вертикалью, отключаете-выключаете. Ну то есть тут как уже вам захочется. Можете выбрать любую вертикаль, либо отключить. Кнопка с замочком включает режим работы с приемником. Видите, линия начинает гореть тусклее, либо ярче. Кнопка с квадратом переключает горизонты по отдельности. Можно включить нижний, верхний, либо оба. То есть опять же как раз реализуется алгоритм, как у этих нивелиров. Полностью можно управлять плоскостями. Включить любой из этих приборов с пульта заблокированным компенсатором нельзя. У Hilda 4D можно просто переключать горизонты и вертикали с пульта. Все, больше ничего сделать нельзя. То же самое нельзя сделать и у Клубионы. То есть пульт по факту у вас только для переключения горизонтов либо вертикалей. Включить с пульта, допустим, тот же режим работы с приемником, как он делается здесь, нужно зажать кнопку H. С пульта также не получится. Если вы зажмете кнопку H, то они начнут просто бегать линии. Также кнопка V. То есть пульт здесь просто для переключения плоскостей. У Хьюпара включить уровень нельзя. Но помимо переключения плоскостей, у него кнопкой V, как и на приборе, если зажать, можно включить режим работы с приемником. Но это уже поинтереснее. Плюс ко всему, если у вас включен режим работы с заблокированным компенсатором, то есть вот компенсатор заблокирован, у вас прибор включен, то с пульта его также можно выключить. Удерживаете кнопку V,
и прибор выключается. То есть получается самый максимальный функционал заложен либо у Хьюпара, либо у Фукуды. У Хьюпара даже чуть побольше. Можно выключить прибор при работе под наклоном. Так, предлагаю проверить еще, какие пульты подходят от этих уровней друг к другу. Давайте начнем с Хилда. Вот хилдовский уровень. То есть вот я управляю Хилдой. Действует ли на него пульт от Клубионы? Нет, не действует. От Хьюпара также не действует. И от Фукуды тоже не действует. То есть Хилде подходит только его родной пульт. Так, теперь давайте посмотрим у Клубионы. Беру пульт от Хилда. Не подходит. Родной пульт. Все переключает. Пульт от Хьюпара. Так, ну вот от Хьюпара подходит. Только кнопки наоборот. Кнопка V отвечает за горизонты. Кнопка H отвечает за вертикали. От Фукуды. И от Фукуды пульт также подходит. Итак, Клубиона управляется как минимум 3 пультами. Так, посмотрим Хьюпар. Ну, это родной пульт, соответственно. Пульт от Клубионы. Тоже, друзья, подходит. Пульт от Фукуды. Подходит, да, но не все кнопки срабатывают. Срабатывает только вот это верхняя с треугольником и закрытым замочком. Замочек управляет горизонтами, а верхний треугольник вертикалями. Так, ну в принципе тоже подходит 3 пульта. И Фукуда, ну это родной пульт, соответственно все переключает, все подходит. Пульт от Хьюпара не подходит. И пульт от Клубионы. И от Клубионы тоже не подходит. Ну очень странная ситуация, конечно. Но тем не менее, друзья, вот такая совместимость. Как вы заметили, у всех 4 нивелиров предусмотрено 2 сигнализации, и звуковая, и визуальная. То есть при наклоне, который превышает диапазон работы их компенсатора, нивелир начинает быстро мигать линиями и начинает издаваться звуковой сигнал. У Хилда это сделано таким образом, с таким звуком. У Клубионы линии мигают помедленнее и звук такой менее прерывистый. У Хьюпара звук опять же другой. И у Фукуды самый прерывистый звук. И линии мигают также медленнее всех. Давайте еще проверим, за какое количество времени устанавливается компенсатор у каждого прибора. Все 4 мне не поднять и разом не опустить, поэтому будем делать поодиночке. Давайте начнем с Хилда. Раз, два, 3, 4, 5. Ну, друзья, в районе 5 секунд компенсатор устанавливается. Следующая Клубиона. Раз, два, 3, 4, 5. Тоже в районе 5 секунд. Следующий Хьюпар. Раз, два, 3, 4, 5, 6. В районе 5-6 секунд. И следующий Фукуда. Раз, два, 3. Ну, друзья, Фукуда, как видите, устанавливается быстрее всех, в районе 3 секунд. Давайте пройдемся по внутренностям приборов. Башня у Хилда 4D крепится просто так, без какой-либо резиновой прокладки. То есть, о чем я и говорил, защита IP54 здесь точно не подтверждается. У Клубионы есть такие толстые резиновые прокладки на стекле снизу и также сверху, вот там, если вам видно, там тоже резиновая прокладочка. Также, в принципе, сделано и у Хьюпара. 2 прокладки толстые сверху стекла и снизу. И все это закрепляется башней на 4 болта. Одно из самых лучших решений. У Фукуды башня крепится также через резиновую прокладку, такую более тонкую. Но сверху, друзья, стекла прокладки нет. Стекло как бы вклеено в башню. Если посмотреть на внутренности Хилды, то в принципе все устроено таким образом. Есть металлический скелет, на котором держится весь компенсатор. Это очень хорошо. Чтобы добраться до юстировочных винтов, для настройки нужно полностью разобрать корпус. Ну и опять же при настройке нужно, чтобы нивелир был подключен, чтобы можно было проверять результат после небольшой подстройки юстировочных винтов. Здесь в принципе можно обратно подключить батарею. Будет немножко все мешать, все висеть, но тем не менее это сделать можно. Также, кстати, друзья, будет примерно и у Фукуды. Я вот сейчас отцеплять не стал разъемы, чтобы снять крышку. Здесь, в принципе, тоже батарею можно вставить будет при юстировке, но также все будет мешать. В плане удобства здесь, конечно, выигрывают Клубиона и однозначно Хьюпар 904 DG. Давайте посмотрим сначала Клубиону. Электронные компоненты и плата выполнены таким образом. Сам компенсатор держится на таком пластиковом скелете. Да, кстати, у Фукуды скелет тоже пластиковый, но такие мощные толстые трубки. У Клубиона они потоньше. И прибор у вас остается запитанным, то есть его можно включить, свободно подстраивать и проверять.
Здесь также хороший доступ к юстировочным винтам. Да, друзья, что Clubiona, что Hupar, их вообще нет необходимости полностью разбирать. Их можно настраивать, не разбирая корпус прибора. Что касается конкретно настройки, то здесь спору нет. Самые простые, самые удобные, самые легкие — это, конечно, Clubiona и Hupar. У Hupar плата сделана немного иначе, чем у Clubiona. Весь компенсатор держится на металлическом скелете, а не на пластиковом, как у Clubiona. Это, конечно, намного лучше. И также, друзья, нивелир у вас остается абсолютно запитанным. Его можно включить, делать настройку и проверять. Да, и опять же повторюсь, Hupar не обязательно разбирать полностью. То есть, чтобы добраться до юстировочных винтов маятника, достаточно снять две башни от вертикалей. А если требуется настроить положение лазерного модуля отдельно, то просто снимайте башню и 4 вот этими болтами маленькими под шестигранник настраивайте отдельно положение этого лазерного модуля. Друзья, настройки всех этих нивелиров есть на канале, в их обзорах, поэтому заострять внимание на ней я не буду. Переходите и смотрите. Друзья, если подводить итог именно по внутренностям прибора, по удобству настройки, по доступу к юстировочным винтам, по конструкции, то здесь, на мой взгляд, выигрывает Hupar 904 DG. У него металлический скелет, прибор запитан, отличный доступ ко всем юстировочным винтам, можно не разбирать корпус, чтобы его настраивать. Отлично выполнены все электронные компоненты. Друзья, очевидно, что Hupar здесь на первом месте. И в заключении давайте сравним толщину лазерных линий на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 и 10 метров. Вот все 4 уровня. Давайте посмотрим на 1 метре. Итак, друзья, на 1 метре сначала верхний горизонт Hupar сверху миллиметр, даже чуть поменьше. Второй идет Fukuda, чуть больше миллиметра. Третий идет Clubiona, также около миллиметра, чуть меньше. И четвертый идет Hilda 4D, тоже около миллиметра. Самые тонкие это Hupar и Clubiona. Яркость у всех хорошая. Нижний горизонт, здесь сверху идет опять же Hupar, толщина около миллиметра, чуть побольше. Потом Fukuda, толщина около миллиметра. Потом идет Hilda 4D, толщина также в принципе одинаковая. И самый нижний это идет Clubiona IE16. У Clubiona самый большой разбег между двумя горизонтами. Он здесь получается самый нижний. Толщина чуть больше миллиметра. Плюс-минус все примерно одинаково. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах сверху идет Hupar, толщина меньше 2 мм, следующий Fukuda, также меньше 2 мм, потом идет Clubiona, толщина такая же, меньше 2 мм, и самый нижний это Hilda 4D. У Hilda линия еще потоньше, где-то 1,5 мм, но она несколько тусклее, чем все остальные. Но опять же нижний горизонт, яркость у всех трех здесь одинаковая, и толщина тоже, где-то чуть больше миллиметра. Самый нижний горизонт это второй горизонт Clubiona, он горит здесь тусклее, толщина его также чуть больше миллиметра. Но, друзья, интенсивность свечения у конусных призм, как вы знаете, она всегда неоднородна. То есть найти нивелир, который будет по периметру, по всему кругу светить с одной однородностью, с одной интенсивностью свечения, ну, практически нереально. По кругу интенсивность все равно будет меняться. Где-то будет ярче, где-то менее ярко. Это нормально. И давайте посмотрим на 10 метрах. И на 10 метрах ситуация следующая. Толщина у верхних горизонтов у всех одинаковая, в районе 3 мм. Сверху идет Hupar, ниже Fukuda, следующий Clubiona и самый нижний Hilda 4D. Как видите, Hilda верхний горизонт светит очень тускло. По толщине они реально все одинаковые. Нижний же горизонт немножко отличается. Он, кстати, у всех чуть потоньше, в районе 2 мм, 2,5 максимум. По яркости они все одинаковые. Сверху идет Hupar, потом Fukuda, третий идет Hilda 4D. И самый нижний, еле различимый горизонт, это нижний горизонт Clubiona. Если говорить о микропокачивании, то, друзья, они встречаются у всех лазерных уровней с компенсатором маятникового типа на магнитных демпферах. Это нестабильное магнитное поле, оно иногда подергивает вот так маятник, и, соответственно, это все передается на лазерную линию, и она так подергивается. Такой эффект отсутствует полностью у нивелиров с электронным компенсатором. К примеру, как у Fireco GL8, обзор которого также есть на канале. Можете посмотреть. Там электронный компенсатор на сервоприводах, и такой эффект там отсутствует полностью. Но если говорить именно про эти модели, то больше всего дергается третья линия, сверху это Clubiona, и также нижняя, это опять же Clubiona. У остальных нивелиров эти микропокачивания также присутствуют, но их практически незаметно. Вот такой сравнительный обзор получился. Честно говоря, у меня даже у самого изменилось мнение. Раньше я больше выделял Fukuda, но после сегодняшнего сравнения мне больше симпатизирует Hupar 904 DG. Но какой нивелир покупать, как всегда, решать вам. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, обязательно подписывайтесь. Всем добра, пока-пока.